Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами нашим семейным рецептом приготовления пиццы с тоненьким тестом и широкими бортиками. Пицца готовится очень просто, получается вкусной, сытной и ароматной. Для приготовления теста нам понадобится мука, соль, сахар, дрожжи, вода и оливковое масло. В просеянную муку добавляем 1 чайную ложку соли, чайную ложку сахара и 2 чайные ложки дрожжей. Тщательно перемешиваем. Вливаем 230 мл теплой воды. Воду можно заменить на молоко либо кефир. И 20 мл оливкового масла. Замешиваем тесто. Оно будет очень липкое, но больше муки добавлять не нужно, иначе забьете его. Для удобства вымешивания можете смазать руки растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 40-50 минут. Начинку можете брать по своему вкусу. У меня сегодня творог, зелень, яйца, сыр, соль, перец и манная крупа. Творог измельчаем вилкой, чтобы не было комочков. Зелень мелко шинкуем и добавляем к творогу. Перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Начинка готова. Тесто я готовила с вечера, отправила его в холодильник на ночь. В итоге оно прекрасно поднялось. Можем из него готовить. Руки смазываем растительным маслом. Разминаем тесто и делим на 2 равные части. Одну часть подкатываем в шар. Кладем на пергаментную бумагу и начинаем формировать пиццу. Прижимаем по всей поверхности теста, чуть растягивая. Формируем бортики. Дно пиццы должно быть тоненьким. Размеры регулируйте сами. Учитывайте, что при выпечке бортики увеличиваются. Основа готова, переносим ее на противень. В это же время включаем духовку на 200 градусов. У меня творог сухой, поэтому на дно я ничего не выкладывала. Если у вас творог жирный, посыпьте основу манной крупой, иначе тесто будет мокрым после выпечки. Сверху посыпаем твердым сыром. Отправляем в духовку при температуре 200 градусов, примерно на 15 минут. Я решила еще добавить яйцо, такой себе аналог хачапури. Но для завтрака просто превосходная идея. Когда пицца подрумянилась, достаем из духовки, делаем небольшое углубление. В одну пиццу я добавила только желтки. Отправляем снова в духовку примерно на 1 минуту. Желтки очень быстро готовятся. Вторую пиццу я формировала точно так же, но сюда добавила целые яйца. Отправляем в духовку и наблюдаем. Белок должен приготовиться. Достаем пиццу из духовки, нарезаем на порционные кусочки, посыпаем зеленью и наслаждаемся. Пицца с целыми яйцами мне понравилась больше по вкусу. Муж сказал, что с колбасой все равно вкуснее. В общем, жду ваши отзывы по этому поводу в комментариях под видео. Кстати, из этого теста я готовила пирожки. Очень вкусно получилось, и ссылочку оставила в описании под видео. Сегодня готовим блюдо из категории за 5 минут. Очень вкусное, сытное и простое в приготовлении. Очень выручает, когда нужно приготовить быстро и вкусно. Для начинки я взяла все, что есть в холодильнике. Колбаса, маринованный огурец, сладкий перец, у меня замороженный, и твердый сыр, который измельчила на крупную терку. Теперь приготовим тесто. В миске смешиваем 5 столовых ложек сметаны и 5 столовых ложек майонеза. Добавляем 2 яйца, пол чайной ложки соли, перемешиваем. В полученную массу вводим 9 столовых ложек муки с небольшой горкой. Перемешиваем тесто до однородности.
Структура теста зависит от сметаны. Если она жидкая, муки может понадобиться больше. Оно жидковатое, поэтому я добавила еще 1 столовую ложку муки. Разрыхлитель. Перемешиваем. Вот такой структурой получилось тесто. Выливаем на противень, засланный пергаментной бумагой. Формируем основу из жидкого теста. Я решила сделать прямоугольник, хотя можно и круг. Толщину будущей выпечки вы можете регулировать сами. Если сделать небольшого размера, пицца получится пышнее. Размер моей основы 30 на 22 см. Сверху добавляю чуть кетчупа, колбаса, маринованный огурец, сладкий перец у меня замороженный, твердый сыр. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 190 градусов на 15-20 минут. Пицца должна подрумяниться. Вот такая румяная пицца у меня получилась. Посыпаю сверху измельченной зеленью и нарезаю на порционные кусочки. Подаю к столу горячий. Посмотрим на результат. Тесто отлично пропеклось, тонкое, пицца очень ароматная и самое приятное, что готовилась она очень быстро. Очень мягкие блинчики с необычной подачей. Я их называю пицца-блин из-за начинки, которую обычно использую для пиццы. Оригинально, вкусно и сытно. Приступим к рецепту. Для теста нам необходимо дрожжи, теплая вода, сахар, молоко, мука, разрыхлитель для теста. Для начинки я взяла колбасу, сыр, сладкий перец и петрушку. Соль, перец я не использую, их достаточно в колбасе и сыре. В теплой воде растворяем сахар. Добавляем дрожжи, накрываем полотенцем или пищевой пленкой и даем отдохнуть 10 минут. По истечении времени проверяем заготовку для теста. Активные дрожжи должны взяться шапочкой. Смешиваем муку с разрыхлителем. Постепенно вводим в тесто. Вливаем теплое молоко. Тщательно перемешиваем. Даем тесту отдохнуть 20 минут. Тем временем займемся начинкой. Колбасу и сладкий перец нарезаем небольшим кубиком. Сыр натираем на крупную терку. Мелко шинкуем зелень. Все ингредиенты для начинки соединяем в одной мисочке и тщательно перемешиваем. По истечении времени проверяем тесто. Оно должно быть воздушным с мелкими пузырьками. Тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду на среднем огне. В центр наливаем 3-4 столовые ложки теста. Можно смазать сковороду небольшим количеством растительного масла, перед тем как жарить в ней блинчики. У меня антипригарная сковорода, поэтому растительное масло я не использовала. Жарим до тех пор, пока блин покроется дырочками, а его поверхность станет сухой. Снимаем с огня. Жарим так блины из всего теста. Остужаем каждый блин отдельно, не складывая друг на друга. Это ускорит процесс остывания. Из данного количества теста у меня получилось 10 блинчиков. Формируем треугольники. В центр выкладываем 2-3 чайные ложки начинки. Защипываем края с одной стороны, не доходя до середины. Потом со второй и с третьей. Готовые блинчики отправляем на форму, засланную пергаментной бумагой или смазанной небольшим количеством растительного масла. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. Даем чуть остыть и подаем к столу.
Очень мягкие, нежные, а какие вкусные, вы узнаете только приготовив их. Мини-пицца – это вкусная еда на любой случай. Ее можно взять с собой на работу, учебу, положить ребенку в школу, накормить небольшую компанию, а также приготовить для выезда на природу или в дорогу. Для приготовления нам понадобится мука, теплая вода, молоко или кефир, растительное масло, дрожжи, соль. В теплое молоко добавляем щепотку соли, масло, дрожжи. Хорошенько все перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой или чистым полотенцем и отправляем в теплое место на 1 час. Начинку можно брать любую. У меня замороженный сладкий перец, колбаса, грибы и сыр. Нарезаем все кубиками. Перемешиваем. По истечении времени достаем тесто, разминаем его и делим на небольшие шарики. Отправляем на противень, засланный пергаментной бумагой. Не забудьте оставить расстояние между шариками. Отправляем в теплое место на полчаса. Шарики необходимо накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не обветривалось. Стаканом или любой другой емкостью делаем углубление для начинки. Выкладываем начинку небольшой горкой. Края пиццы смазываем взбитым яйцом. Посыпаем кунжутом. Выпекаем при температуре 200 градусов 25-30 минут. Ориентируйтесь по своим духовкам. Даем немного остыть и подаем к столу. Перед подачей можно посыпать зеленью. Сегодня я хочу предложить вам очень вкусную турецкую лепешку с фаршем в форме лодочки пиде. Рецепт прост, и вы без проблем сможете приготовить это вкусное блюдо. Для приготовления дрожжевого теста я использовала теплое молоко, но его можно заменить на йогурт или теплую воду. Добавляем сахар, соль, растопленное сливочное масло или маргарин. Все хорошо перемешиваем при помощи венчика. Добавляем дрожжи, перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто.
Сверху теста смазать растительным маслом, чтобы не заветрилось. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем и отправляем в теплое место на час-полтора. Приготовим начинку. Помидор, перец, лук нарезаем мелким кубиком и добавляем к мясному фаршу. Солим по вкусу, добавляем приправы. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. Когда тесто увеличилось в 2 раза, хорошо его разминаем и делим на 4 ровные части. Из каждой выкатать шарик и накрыть пищевой пленкой. Раскатываем тонкую лепешку овальной формы. В середину лепешки по всей длине положить 2-3 столовые ложки начинки. Аккуратно завернуть края и залепить концы. Получаются вот такие лодочки. Края смазать яичным желтком или водой. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов до румяного цвета, примерно на 20-25 минут. Готовое пюре разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Очень сочные, тесто мягкое, хорошо пропеклось. Отличный вариант побаловать домочадцев простым и вкусным блюдом. Это почти та же пицца, только с фаршем и овощами, и, конечно же, необычной подачей. Поделитесь этим рецептом с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!